Так, всем здрасте, с вами Ангел Рок. Сегодня мы продолжим смотреть остаточные, конференции. Придется записи смотреть, и я вот без всяких вот прелюдий нахрен сразу с работы вот начал, все настроил. Короче, вот уже я вижу игру какую-то охеренную, я не знаю ее название, но она выглядит просто топово. Сейчас я все вот это вот включу, вебочку там подрублю. Так, вебка, давай, врубайся. Так, мне нужно режим студии врубить, захват. У меня захват экрана включен, отлично. Так, ну тогда ок, Все, тогда мы вебочку сейчас врубаем. Активировать, ок. И вебка, все, вебку забыл просто включить. О, сложно, быстрее. О, все, нормально, ништяк. Ей, привет. Короче, музычку я врубаю. Идем. Тут что-то. Так, ну ладно. Найди, что надо. Что за банан играет? Кто-то похлопал там. Музыка — это всегда хорошо. А что за игру они анонсируют? Это презентация Sony PlayStation. Ну, PlayStation этой компании. PlayStation, которая. И я Еще донатик будет, спасибо. Графа уже топчик. А чё за игра, а? Я сначала показалось, что Death Stranding. Похоже на Интерстеллар. Спасибо за донат. Дэдпул 2 саундтрек. О, блин. А я же еще не смотрел Дэдпул. Так, я... Единственное то, что я убавлю донатик. Ну, чтобы тема не заглушала трейлер. Хотя нет, я на паузу поставлю, потом прослушаем, хорошо? Потому что трейлеры будут. Не очень хочется пропускать. Что за игра? Control. Remedy, ничего себе. Это новая их игра. 19-й год. А когда? В начале, в конце, в середине? Не. Вообще ничего. Вот что мне нравится у Sony, они просто кидают трейлеры. Очень мало всего лишнего. Ну, болтовни я имею в виду. Такое ощущение, что это геймплейный уже ролик. Сонька стоит! Первая Сонька! Ничего себе! Охереть! О, геймпад этот без аналогов и без вибрации. Охеренно. Такая небольшая пасхалочка от Sony. Ой, ёб твою мать, за крысу играем, что ли? Да, мы за крысу играем. Ну, вид от крысы. Что-то дерется там. Осторожно, крыска, сейчас прибьет же нахрен. Ай, ой. Такой прям.
Resident Evil? Да ладно, это ли он? Это Resident. Это же Крис. Да блин, назови ты его по имени. Ладно, хрен с ним. Я покажу. Да, ну ты смотри, ну это... Это Resident Evil. Очередная часть. Или это ремастер, это второй... Ремастер второй части. А эту я даже не знаю. Это точно резиденция, ну... Е2! Охереть! Охереть! Вот, бля, вот это топчик. Вот это топчик. 25... Охереть, слушай. К моему дню рождения подарочек. Нормально, Капком. И если они не перенесут, то это будет жестко. Извиняюсь, я там, наверное, минус уши сделал, когда орал. Но это вообще... Прям, я маленько боюсь. Охереть. Слушай, я вовремя успел, но, видимо, до хрена еще пропустил. Ну-ка, что еще покажете? Что это? Hey, what's up, everybody? I'm Bathtub Guy, and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm about to show you right now. Trover Saves the Universe. Let's give it a look. Oh, whoa, there's some action platforming stuff in this. А чё, где FPS? I'm the Bathtub Guy. I'm always in my bathtub, but you know, that's not about me right now. It's about this game. Whoa, look at that. That's exciting footage I just saw. Oh, I'm playing it right now. Look at me. I'm a cool cucumber over here playing this cool game. Я так и думал, что замкнет нахрен. Что у него в глазах мордашки? Что? Trover Saves the Universe. Я даже не знаю такое. Это новая игра или была уже такая? А то сейчас мода вот, делать ремастеры. А, это, скорее всего, этот файтинг, или как называется тогда. О! Джек Воробей. Я сейчас пока не понимаю, что происходит. Тоже понимаю. Что, блин? А при чем здесь Пираты Карибского моря? Ну, как бы, блин, я не знаю. Две эти вселенные, ну, никак не состыковываются. Вот мультяшки эти и вот Пираты Карибского моря. И чё, на радуге? Что, бля? Что?
Освинчить лицо. Вообще херня какая-то. Тут с разных вселенных собраны персонажи. Что, блять? Извиняюсь за мат. Что? 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 Maybe she's one of the 7 pure lights we need. The new 7 hearts. Я вообще... Что и курнули? Вот именно что? Hey, Axel. Я помню, игра была у них какая-то тоже наподобие этого, что со всех вселенных собраны персонажи, типа в финалке какое-то, что-то такое там было. Kingdom Hearts. Disney Square Enix. 29-19. Ну, не знаю. Если в нее можно будет в демку поиграть, то я поиграю. Третья часть. HD 1. Ну вот она, старая версия. Вторая часть с половиной. Вторая 8. Что? И третья часть. О как. О как. О как. Вообще ни хера непонятно. Давайте еще засылать. Я прям тащусь. Мне нравится. Ебанитей. Извиняюсь за мат. Death Stranding. Да. Опа, опа, опа. Новый трейлер. А ну давай. Кайджима Продакшн. Отлично. Ага. Знакомая рожа. Вот эта игра обещает быть топовой. Потому что занимается ей великий Кодзима. Нихера себе. Интересно. Дождь получается кислотный, ну то есть вода тоже небезопасная, но растения растут, то есть они уже... А это не геймплейный уже ролик? Ну, в смысле, не геймплей показывают, потому что он как-то странно ходит, то есть не по-киношному. Скорее всего, это уже какие-то отрывки из геймплея. Да, слушай, он так плавно повернул этим стиком. Блин. И, судя по всему, мы за разных персонажей будем играть. Лутаться, скорее всего, можно. Вон у него запасные ботинки. Труп нашел. Куда ты его тащишь? Ну, выглядит охеренно. Да сейчас каждая вторая игра выглядит охеренно, на самом деле. Посмотрим, как... Ну, атмосфера есть, я уже чувствуется. Это уже геймплейный ролик показывает, охереть. То есть вообще ничего в нем не было сказано. И сейчас просто... Нате, получите. Sony крутые. Мотоцикл падает. Пяти. Нет, это не продолжение 5. Это отдельная игра. ПТ же его все отменили полностью.
Ай-яй-яй. Это как больно. Give me your end life. Че это он? Оба-на. Вот этого существо я уже видел в предыдущих тизере и трейлере. О, твою мать! Вот это было очково. Новый персонаж. Баба появилась какая-то. Вон те чуваки, вот силуэты были. Watch yourself. Those things never stay gone for long. The time flow fast forwards whatever it touches, but it can't wash everything away. The past just won't let go. Интересно, что у нее за за костюм такой? Sam, what's your status? Beryllium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Can you sit out the rain? No, they're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger. Персонаж зовут Сэм. О, спасибо. Большое. Ты такое пропустил, ты просто такое пропустил. Тут вообще жесть какая. А тут топович. Ох, нихера их там. Что это? Кто это такие вообще? Ну вот уже тоже опять же геймплейный ролик показывает. Что за ребенок? Вот пока вообще никакой информации нет, но выглядит все просто топово. И это все интригует очень жестко. Раньше, если показывали в трейлерах их очень мало, этих невидимок, то сейчас их просто до усрачки много. У меня мурашки по коже. Охереть. Так. Воу. Вау. Вау. А Кодзима будет? Эу. Приятного, блять, аппетита. Норман Ридус, Мэтт Николсон и еще Сия Сандекс и Линдси Вагнер. Ага. Спасибо. И это тоже, кстати, знакомые персонажи.
Ну, актеры именно. А где их видел, я не помню. О, ну это просто топчик. Сейчас все фанаты просто вписываются просто кипяточком, наверное. Еще! А ну. Так, самураи какие-то, ага. Да блин, на весь экран сделайте, ну. Не 2! Охереть, надо первую часть пройти. Они не забросили, я думал, чисто только первая часть выйдет. А тут еще и продолжение. Слушай. Хм. Не 2, ну и первая часть, они прям эти. Ау. Что это за эти? А ну еще что ли, что-то топовое по-любому. Так. Что это? Где мой Borderlands 3? Спайдермен! Еее, новая часть! Уху. Так, Borderlands 3, я не знаю, его вообще что-то, какая-то информация. О, этот шокер. Электро, точнее. Где обещано метро? А метро на этот PC Gaming Show было. Сейчас я ручку отрублю. И назад врублю. Мы сегодня... Да, Спайдермен. Сегодня посмотрим PC Gaming шоу. Ну и так, чисто перематывая, чтобы убедиться, что мы ничего такого интересного не пропустили. Метро, его продолжение показывали, даже геймплейный ролик показывали, как я, ну, насколько я знаю, уже информация была. А вот уже и здесь геймплейный ролик. Ну, выглядит на самом деле так же, как и остальные все части Спайдермена. Конечно, чуть-чуть покруче, но... А у них, кстати... А, ну это, скорее всего, эти какие-то блоки. Сначала мне показалось, что это типа эти... Сначала показалось, что это какие-то... Как они, блин, наноскелеты, что типа усиливают их. Нихера ты. О! Знакомый человек. А, это как он? Носорог? Электро, носорог. Кто еще будет? Ну-ка. По идее, если это перевыпуск первой части, ну, то есть... я так и думал. Будет Скорпио. И он такой же, ну, с такими же шутками своими. Костюмчик мне нравится, кстати.
Прикольно. Ну, файтинги на самом деле топчик. Слушай, этот электро здесь прям топчик, мне нравится. Мощно. Выиграет вас. Электро играет вас? Да, я чуть не обратил внимания, сейчас приглянусь. А ну дайте поближе. О, этот, как он? Не-не, это не гоблин, это ястреб. А, не ястреб, этот. Сейчас я зайду в этот дискорд. Не блин. Не-не-не. Этот, пернатый-то, который в первой части сейчас в переиздании-то. Я жду Скорпиона от Марвел киновселенной. Сообщение выше. А да, был анонс, что ли, такой какой-то? Я что-то даже и не слышал об этом. Стервятника, да-да-да, вот, точно, стервятник. Забыл птицу, блин, как называется. Хищная птица. Так, сейчас я ненадолго переключусь, включу Discord. Да, это стервятник. И он именно как по комиксам, то есть... И... Да, блин, все как по комиксам выглядят. Ну, единственное то, что электро маленько не так. А там что за тип? Этого я даже и не знаю. Кто это такой? Даже ни в мультике, ни в комиксах не видел его. Кто это такой? Ну нихера. Ау. Блин, ну нечестно же, ну. Четвером-то нихера себе. Оу. Чё там было? Бля, пока переключался нахер. Да, он просто такой, типа, ты? Кто там появился? Никого не показали, чисто Человек-паук, на него свет и... А, да? Ёба мать. Советую пересмотреть Человека-паука «Возвращение домой» и после титров тоже. Да я вроде бы помню. Так. Что было, что мы пропустили? Фак. Надо будет начало посмотреть. Там, видимо, еще что-то добавить. Вот. Скорее всего, дополнение к это самому. А, все что ли?
That was the PlayStation E3 showcase. A lot to take in. There was a ton of great worldwide studios titles. We actually got a little more to share here coming right up. И We're на going to течение нельзя have the first перемотать. live gameplay of Marvel Spider-Man right here. Just a couple of minutes. We have a new game to announce. Срань. We have some other stuff to Вот talk about срань. too. What a show. Oh my god. Gosh. Pop highlights, go. Oh, Ghost of There's no Tsushima. time. Oh my goodness, Ghost of Tsushima looked absolutely incredible. That color palette was insane. Yeah. Did you grow up with samurai movies? Они Yeah. офигеть, просто офигенно Sucker punch. Thank you. вот это делают свои, что в прошлом году просто кидали. Ну, в прошлом они в году хоть что-то базарили, а тут просто вот трейлер. Может, вначале что-то базарили, просто я пропустил, но все равно. А в прошлом году они чуть-чуть скажут, 2 слова, и тут же трейлер, чуть-чуть, ну, пару слов. Остальные конференции вообще болтовня. Чуть-чуть трейлера там на 1,5 минуты от силы. Опять говорят, полчаса нахрен. Пипец. Ну, единственное то, что у беседки мне понравилось, не знаю, как там у Xbox, не знаю, как у PC Gaming, что там еще было. Square Enix надо будет посмотреть. Что-то еще же было. Но Nintendo еще сегодня вечером будет. Но я не знаю, Nintendo буду смотреть, не буду. Чисто трейлеры посмотрю, наверное. Потому что, Nintendo у меня такой себе. Не особо. У меня потому что консоли нету. Не знаю, буду ее брать или нет. В принципе, неплохо, да, я тоже думаю так. Но теперь надо начало посмотреть. Что мы там пропустили-то? Можно как-то посмотреть? Может, они как-то разделили, нету? Spider-Man looked in. That was incredible. We had these legendary villains are back. We had Rhino, Electro, Vulture. I'm missing some. Who else were there? I mean, just one after another. Bethesda, Electro, PC Gaming. Вот PC Gaming можно посмотреть. Кстати говоря, вот там-то, скорее всего, и будет что-то. Мне понравился трейлер Киберпанк. Я, кстати, еще не смотрел. А, вот еще Square Enix, можно Ubisoft. А, у Юбиков тоже отдельно было? О, слушай. Нихера. Но здесь-то они хотя бы разделили, как бы, а тут 10-часовой так. Че, давай, Денис, наверное, посмотрим. Че они там? Что? Еще что-то? Japan Studio. From Software. Ага. Го посмотрим, пока они... Да вот уже не успели. Джекпот, не матерись. And live in the world where time stands still. А почему эти стали такими маленькими? When nobody can see what you're up to ever again. Dark Souls 4? Да не думаю. Что-то другое. Мелодия пока ни на что не похожа. Но может я чего-то не знаю. Хотя нет, что-то есть такое похожее. А может это какая-нибудь новая игруля? Okay, to see that's From Software's new title coming to PlayStation VR,
quite a departure, very artistic. Still don't know a ton для about how PlayStation it VR. actually plays Блин, надо yet, будет, кстати, but взять на certainly прокат и a compelling протестить. debut, I Всё would дело. say. And speaking of compelling, let's get to that Spider-Man. It is time. We have some folks from Insomniac. We sure Так, они еще что-то будут Brian, показывать, нет? gentlemen, Hey, welcome how to you the guys doing? program. It's so great to have you here. I just have to say, first of all, thank you guys А for то giving мало us ли some сейчас time. опять Of course. будем отвлекаться. And also, congratulations, ничего не kind of покажет. closing out some of the show there with Marvel Spider-Man. How does it feel? It's surreal. We've been working on it for a while, so it's nice to be here. And obviously, we showed you. People wanted villains, so we decided we'll give you a lot of villains. And now, and the next question is, can we play the open world? And Adam's gonna show off the New York City. I mean, I don't know, Sid. What do you think? Let's dive in. Yeah, What are we talking about here? Get in there. We're gonna boot up the demo Что here, случилось с and this Питером? is Почему они такие маленькие essentially one стали? of the first playable demos that you guys are going to be showing off of Spider-Man. Pretty much. So I mean, if you think about, Go ahead, Adam. yes, All right. the game is, you know, a lot of people are like, last year's E3 was like, well, was that like just a linear level? No, like that was our Manhattan, that's our New York City, and it just happened to be on like a main story mission. But in between, like something like you saw in the raft, or Да что за херня? back at last E3, you can just swing around вот New York City and have fun. Let's go to that footage because we have it running here on the main monitor. We'll go to it in just a second. This is the beauty of the live environment. Yeah, this. О, это он играет уже? О, ничего себе. Yeah, I got it all. Adam's doing a fantastic job so far. It's been really good. So first of all, you're actually А, это в игре у него Yes, было. right. I do Yes. want to emphasize how beautiful this game is. Oh, thank you. But yeah, Brian, tell me a Ну, little bit давайте about what you посмотрим guys want to геймплей. show us this evening. So I think, I mean, the big thing is, again, you know, I think that part of the Spider-Man fantasy Чё is за- just swing around New York City. А, and, смотрю, you у know, них тоже have, какие-то you know, способности not only есть. just a great story, but have a bunch of different activities in that world. And we want to, you know, give people who attend E3 an opportunity to experience that. So, you know, obviously it's a big Рукотик хороший. narrative-driven experience, Блин, but at the same time, а part of чё that за superhero персонаж? fantasy, especially that Spider-Man experience, Что у них is на трансляции living происходит? within New York City and seeing that. So, Да хрен его you знает, know, что у них Adam там is one происходит. of Ну вот he's one of our этот, combat pro players because he's a combat designer, and again, he's just showing off some really awesome stuff that as you get better with the я game, не понял, obviously, что у you меня know, we wanted опять to have a задержка bit of a play появилась, field, что but at ли? the same time have a Да level of вроде нет. mastery and to really show off the improvisation that we've really been talking about a lot since we announced the game. I'm digging this, like sticking dudes to walls and to the floor and stuff. That looks really, really Yeah, I mean, satisfying. I think the thing that's been really fun in these last, you know, I would say last 6 months since we got back from the holiday break was every week I feel like I'll take the game home or I'll be playing one night and then I'll come in and say, wow, guys, то, I что didn't know you could do that. FPS So I think проседает, это да. there's a lot of that, there's that sandbox nature to it as well. So, I mean, obviously you can, you know, we have Блин, ну это we're gonna teach прикольно. mechanics, but we want Заберись to на самую experiment with, высокую you know, his точку. acrobatics, his webs, his gadgets, his suit powers. So combining all that stuff really allows for a lot of different gameplay and a lot of, you know, Spider-Man's a very expressive character. We want Что за players баба? to be able to express that, whether it's in traversal or in combat. It's gorgeous. These Откуда она? animations, sorry, С these какой вселенной? animations are just Про blowing my Спайдермена. mind. Your studio has kind of been renowned for character Бам! animation, for, you know, just fluid motion. I mean, Геройское you guys приземление. take a lot of lessons from your previous Такой games and really like hone in on those when you're подмигнул. Oh, developing I this. mean, I think animation's definitely been one of the hallmarks of our company. You know, from Spyro to Ratchet to Sunset Overdrive. Yep. And I mean, you know, I remember when the Sunset Ну Overdrive ничего такое, came оживленный out, городок-то. one person actually wrote, Нравится. it would be great to see Insomniac make a Spider-Man game. And I was Выглядит like, топ. see, we should make it. See, And I think we you just- waved your phone around to the whole studio. Exactly. We took that kind of mentality and we just injected our kind of our personality, but also Бесшумно what do такой, people want, desire from скрытый. a Spider-Man experience. So, you know, it was really great. As I remember, probably around the end of the year, end of last year, someone wrote an article about the top things they want to see in Spider-Man, and they said they want it to feel like an Insomniac game. So, I think that's the thing we've been really layering Спрятал. on this last year is to have that. It feels like an Insomniac game as much as it does a Spider-Man game. And I love this traversal. I mean, just the fluidity of just moving over great distances. О, да ладно, его very quickly. It looks like заметили. a lot of fun Давно just бы уже moving можно around, было and that's when заметить. you know you've got a Скинь его. great game. Okay, О, so нихера. the- А если the- кого-то so, you know, how припрятать? it kinda said, like, Прибьет он там experimenting, сверху. but, like, sometimes, you know, I mean, game development, we're in meetings a lot, and then sometimes you see like. А говорили, кстати, что он And what I будет used to find myself этот, doing was just миролюбивый. swing Ну, around типа New York никого не City. It будет was almost убивать, like все дела. therapeutic. It's just kind of like Ага. Вон when I только play что other чувака games, скинул нахрен. I just walking or running or even taking a car. Just it feels so more natural now just to swing around like Spider-Man. So it's
it's definitely Но one of those приемчики things that здесь has на that, самом again, деле. Это помнишь это, picks and place together, когда have человек level of mastery, в возвращении домой типа общался со своей как со своим костюмом. Режим убийцы активирует. Да. But you can also attach it to an enemy, and if an enemy walks by, they kind of slam into each other. That is amazing. This is so cool. What's this focus meter about? Yeah, so the focus meters basically there's kind of a risk reward. As you build focus, you can use it to heal. Sid's having a religious It just looks incredible. Okay, thank you. The team works really, really hard on it. Really, really hard. Clearly. And the idea is the focus is kind of a way to it's a risk reward. Like I said, you can either heal yourself or you can kind of if you fill up the bar a certain way, you can Долго actually pull off a восстанавливался, finishing чувак. move. So, you know, as you play the game, you can kind of say, well, do I want to maybe heal myself real quick, or do I want to wait for that really extravagant move to kind of take the guy out instantly? Got it. Brian, a question for you is, obviously Spidey has, with his experience being under the mask for so many years now, Yep, in 8 your years. story, 8 years. Thank you. You got to be precise. I got it. One of the first questions I get is like, is it Bam. an origin story? I'm like, no. That was like, he's after we decided that the webs were definitely attached to the buildings, we decided it's not going to be an origin story. But you know, back to the combat. I mean, Spidey's experience. He has access to a lot Нахер of пошел с крыши. and Ясно. technologies. How do you Ни хера balance не out добрый his Человек-паук. experience with the fact that you don't want to overwhelm О, может the здесь player with какая-нибудь options, будет but you wanna карма? make it approachable? You know, Типа I really, плохой, that comes down хороший. to our combat team, our traversal team, Like and this guy our right design, here. like Adam, and really going, okay, you know, kind of. Ну уже видно, что он handing that играл, stuff out чувак-то не over the впервые. course of the game, you know, finding those right spots where you kind of, okay, we're going to teach you how to Хитрожопый. punch and how to kick and how to punch guys up in the air and use your webs. But then we layer on things like gadgets and then the suits and the suit powers. Только хотел сказать, сколько их еще там. Долго он будет чистить. А, и все что ли? Эй. Как так-то, блин? Вот в первую очередь в таких играх, когда открытый мир, хочется подняться на самую высокую точку и осмотреть мир. Что за херня вот это сейчас была? Sid, what do you think? I gotta say, this game is looking Собрал такую absolutely кучу. gorgeous. This is, I mean, this Там is just, сложил I mean, it тоже was кучу. looking spectacular to begin with, but this is on a totally different level. And I can we're just see seeing that, so much. I can see that polish though. That's the thing, and that's what comes out in that final few months of development. Yeah, I mean, if you guys watched the press conference, right? Sure. You saw all those games, those first-party games, and they all have a level of polish. And to be in a press conference with the likes of a Naughty Dog, a Sucker Punch, Kojima Productions, just we are very Нихера там honored. ящик. We know there's a certain level of polish А, that это не people ящик, это expect from a комп вообще. PlayStation game, especially a first-party game. So we want to be considered right up there. Well, And not to mention also from the Marvel, you know, Marvel Of fans course. expect to have that perfect experience. of course. May I just ask real quickly, you know, as we're starting to wind down Они here, тут между from собой a базарят, personal чувак только сидит, perspective, играет. I mean, what's it like for you and Заткнитесь, for the уроды. team to be able to Дайте kind поиграть. of look up at the big screen Интересно, and see your сколько ему game дадут after- поиграть, after сколько all дадут that показать. all that work? I'm known as a crier, so it Ок. takes a А, lot for это me not типа to get этот, choked up. испытание. Like, right now they're playing the theme song to the game in the background. На as самом we're деле sitting нифига here. не новая вещь. And I mean, this is an amazing industry. And Может, железку по фану to be покажет. part of it is one thing, but to work on something you truly love and something that when you were a little kid Железку? thinking, oh my god, could I ever work on a Spider-Man game, let alone be in video games, is just absolutely surreal. I use that word a lot when I describe working В смысле, on на the game. чем играет And или to work железку with Железного Sony человека? and work with Marvel, and that feeling is felt by so many insomniacs. So we couldn't be prouder, and the support we've gotten across the board, not only from Sony and Marvel, but also the fans, has been spectacular. Brian, it just looks incredible. I mean, there's no other word Канал for it. And неизвестный звонит. I really am. It's Таким. stunning. I mean, just look at that. How can you not be blown ну, away by that? я так и But подумал. we do have a limited amount of time here, Brian. You're an industry veteran. You've been in the industry for a long time. I know this is a lifelong dream for you working on this game. Смотри на And I wanna чувака thank you в and красной Insomniac for футболке. making it. Thank Что you for он having за... us. And for Yeah, coming Напряженно on. такой, Spider-Man was сосредоточен, so awesome сложно that играть. broke my mic, and I have to use the stick mic now. I mean, gonna that's- I thought you just wanted to look different from all of Yeah, us. I just wanted to stand out a little bit. Yeah. But, you know, Сложно Sid, говорить и actually, I играть. think a little late- or a little Всё, earlier отобрали, we were видимо, able to джойстик maybe такой, get some footage of some of the That's right. experiential stuff that's going on with Spider-Man. I Right? mean, there really is something incredible going on here at this PlayStation E3 showcase. I mean, it's on a scale and a scope that we have just never seen before. And so we have people here, they're playing the game. Они играют We have a на lot of hands-on четвёртом. sessions for folks that are here for the showcase.
And just the game looks great, but I just love the way this whole. Oh, I know that. I know her. Oh, there's familiar faces popping up on the screen. But I mean, it's a great event here, and it's just I wish we could get everybody in here to try this out and to just see what has been sort of constructed with Spider-Man and with actually another Так, game ну we're блин. about to talk about. Yeah, we're about to talk about. А когда ее там? Когда сказали, когда она выйдет там? We sneakily snuck on a few amazing Бля, people onto our program надо as будет a helicopter расписание goes by to составить, mark this когда там будут выходить игры эти. Хотя приблизительно. Слушай, до Лос-Анджелеса билет дешевле стоит, чем до Пилиды, который вообще находится на других континентах. Чувака уже пересадили, того, короче, выгнали нахер, пошел, короче, отсюда. Нихера ты с нами не разговариваешь, ты только играешь в игру. Мы тебя больше не покажем, мы не дадим поиграть. Иди нахер отсюда, позвали другого чувака. Послада сидит. Какой ты добрый. А, и этого тоже поменяли. Так, значит, игру другую покажут. Слушай, а это не ту покажут игру, которую там про бабу с какими-то сверхспособностями? Projects and everybody's just stoked about all the different games that are up there, and you know we put a lot of heart and soul into it, so it's just that moment where it shows it is just great. So I think we should show it because we have some of the footage. I think we do have a little bit of footage hanging around here, so let's check it out. If we can absolutely. Just hanging around, you know, it's just doing its thing. Yeah. Sony but yeah, I mean, this game, first of all, just gorgeous. I mean, the art direction is really coming through in an incredible way. А, ну это про самурая, что в начале было. Ну, то есть в начале, когда я только запустил. Ну, блин, выглядит охеренно, ты смотри, Денис. Вообще топчик. Look at this look. I mean, this is gorgeous. Look at this look. I don't know what else to say about it. И это именно без каких-либо сверхспособностей, что ли? Чисто про самураев. Ну, это будет клево, на самом деле. Блин, ну мясо вообще жесткое. Very intentional, I can only assume. It is an orchestra. You know, like it's got to take all these elements, and for you know even that opening attack, that EI attack, it's about. Блин, я на задний фон смотрю, не на персонажа смотрю, а на задний фон смотрю. Блин, выглядит офигенно. Жесткий какой-то герой. You know, we run in strike teams. You know, we got a lot of multidisciplinary, awesome people working on it. So. Yeah, but охеренно она выглядит вообще. Watch a lot of samurai movies, man. I mean, that's the real answer, actually. Yeah, I mean, there's that quiet before the storm. It's pretty key to the genre, so just trying to make it real in a video game is our goal. Надо выяснить, в Новосибирске можно почку продать где-нибудь. Придется почку продавать, чтобы во все поиграть. Yeah, you know, I feel like we're in a super unique position because, you know, we're part of Sony, we have J Studio, we have somebody that would be a producer on our project from J Studio. We hired some cultural guides. Like I feel like we're in this unique position to help us create this thing. Oh, the Shoji screen, that one's a popular one. And this knocked me. Sorry to interrupt. No, that's interrupt worthy right there. Okay, so can we talk a little bit maybe about how you're approaching the sword play? I think that's a really interesting concept here. Like, порубай на куски. Его нехер. Блин, ты смотри, как офигенно выглядит. Битва на закате или на восходе. Под деревом сакуры или клена там. Клен, по-моему. Листья клена падают. И это все так шевелится. Ох, прям вообще, мне нравится. Как она называется? Надо собрать еще эти трейлеры и выложить в группу. Там вообще еще война какая-то. Ты смотри, постепенно все загорается. That's the thing that I would like our audience to remember is that every flicker of flame has to be hand placed by someone at some point in time, unless you had a giant machine AI do it all by itself. Maybe, I don't know. And yeah, we have a great team. It's creating those beautiful the lethal combat. That was the goal, like having the. Да, на самом деле больше, скорее всего, не будет трейлеров.
Он ее победил, и она теперь за него. Призрак? Призрак сумма какой-то. Что? Может, это какой-то персонаж именно из истории Японии? This was that period of time. I know some of these people. This is the period of time when earlier on, when we had that intermission, we had to make a little bit of time. Все таки машет, и мужик такой идет. Помажу. You're seeing shots of that right now. О, нифига себе. Very just special, intimate, and beautiful experience for folks to walk through there. Again, I wish we could just open the doors for 10 million people to come in here and just kind of get this all up close and personal. 10 million people might be a little more than this venue can handle. That's right. The fire marshal may have an issue or two with that, but it really is something else, and hopefully these clips here give you a little bit of a taste of what was in store here tonight at the PlayStation E3 Showcase. And Sid, we sneakily Там, по-моему, уже поменяли еще чуваков. Again, I know, and specifically to talk about those little interstitials that we were seeing during our showcase. And it's my great pleasure to introduce the media molecule. Смотри, уже поменяли. Ну, на самом деле, вот это сначала не трейлерами кидали, чтобы не утомить, скорее всего. Можно мне этот телек? Я тоже об этом подумал, кстати. Скорее всего, сейчас вот как раз разработчики, как многие эти делали, сначала разработчики говорят, потом трейлер показывают. Они сначала трейлер кучу показали. Ему не нужно. Ты вот точно знаешь, да? There we go. I mean, and we had the final word, right? The orange drummer. We need to give these guys names. If any of your viewers want to name our fruit, that would be awesome. Great. But yeah, it was really fun because like the thing about Dreams is it's really fast to create these little sort of stories and games. And so when we got the opportunity to do something fun for the press conference, it just felt like such a good, you know, like to do something musical and sort of something that kind of showed off the playful nature. Yeah, we are teasing something. We are. There's method in the madness. There is a nice palate cleanser in between each of those, and it kind of kept everybody on their toes. But I actually want to zero in a little bit more on the create mode that you guys are working on, and this is something that is, well, quite frankly, it's absolutely astonishing. Okay, so innovative here. I mean, we're showing this at E3. It's so exciting for us. We're demoing it on the show floor. We've got press hands-on. So I think. Слушай, ну может быть в кооперативе это и будет интересно. Итак, посмотреть по первости. А что он возле цветочков водички? Тоже We're debuting our new band, The Molecules. Yeah. Wait, really? Yeah, and they are literally perfect. They will be using the create tools that you're watching right now to perform a 15-minute live gig. I don't think anyone knows about this. Even the people out there in the garden haven't realized yet. We're spoiling it. Я не знаю, но я наел. And I just want to point out is the footage that Они, скорее всего, seeing right now. The seamless nature of the kind of create and the play, you know, functionality of Dreams is it cannot be overstated. Yeah, I mean it's like it's super easy. Even if you don't think that you're a game creator, even if you've never thought about games, просто E3. А у тебя Overwatch. If you can play our story, then you can do this. You can create your own. You can upload and там просто не обновилось. Incredible levels in like 10 minutes. We're doing a demo this week at E3 Что это where такое? we Ну хер его знает, симулятор построек, видимо, in like какой-то. 20 minutes, including music. You can compose your own Вообще music. непонятно. Do the gameplay. You can animate. You can record voiceovers. The whole thing on a PlayStation. And just to clarify, sorry to interrupt. На самом деле для художников это может быть выглядит как-то и прикольно. А так интересно, слушай. Прикольненько выглядит. Но это ни разу не игра. Скорее всего, ну, может быть и игра по созданию чего-нибудь. Может быть, в конце концов там можно будет проходить. Дизайн нужен, скорее всего, да. Scared of like the idea of the blank canvas, but actually, what I love about Dreams is it's just this idea of just choice. Like every day, people make choices. You put your clothes on. You might choose where you put a poster in your bedroom. And Dreams is very like that. All you're really doing is like seeing like the sort of Instagram effect. You can take a scene and be able to very quickly change it so that it looks really different, and you're adding your own mark. And then the pièce de résistance is that all of this stuff which gets made gets uploaded, and if you just want to sit back on your sofa and enjoy an unending stream of
madness of the PlayStation 4 players' creations, you can, and we sort of presented to you in a stream of who knows what it's going to be like. I mean, that's what's so exciting. You know, the beta is coming this year, so we will be starting to see what the creativity of PlayStation gamers really means. А можно уже вы покажете там для чего вы это делаете? In my maybe 20 years of being in the industry, I've never seen anything so just innovative and progressive and just potentially just game changing. So hats off to you. I mean, this must have been an absolute labor of love. Ну вот вначале там как бы человечек какой-то бегал. Big cheers to the team back home, because you know people really put their hearts and souls into Dreams to really get it to the point where you are moving between these different disciplines. And right now we have a studio that jams together in a way they've never jammed together before. We have like musicians actually just jamming with animators to actually make animation. I think that's one of the things we're really starting to see is these different workflows. And that just, you know, that's been one of the things we've really wanted to get that right. So can't wait to see like people create all different types of genres of games and really almost like just come up with completely new ways of playing. I think I mean, we're showing some of that E3. Liam made a text adventure, and we're like, what? You can do a text? I didn't even know you could do that. I mean, that's like that's amazing. I know, I mean, we saw what the community did with Little Big Planet, and now imagine if you just like by a Googleplex multiplied the functionality. Like raise it to the millionth power. Specifically that. It's unbelievable, and I want to thank both of you for coming by. Thank you very much for having us. Thank you so much. And I can't wait to see more of this. Stay tuned for more on the gig later on. All right, we're hearing more. And Sid, I think we had a couple of VR games. We did. You know, taking a look at those earlier this. We did. We had Trover Saves the Universe, which was announced during the showcase, and we had some great stuff. Tetris Effect earlier in the week as part of Countdown to E3, and a lot of other great stuff too. So let's take a look at the latest from PlayStation VR. Трейлер в начале он был. А ну-ка, VR, что там еще добавили? Может, стоит его купить вообще? Год трейлер Киберпанк посмотрим. Посмотрим обязательно. У тебя задержка жесткая на Твиче. А, ну это то, что показывали трейлер. Типа это для VR. А, вот эта игра, кстати, клевая для VR. Я демку видел, она есть демка. А, вот Beat Saber. Doom? Тихо ты, Doom, блин, там. Сейчас, когда они базарить будут, я вот обновлю его. Они что-то долго говорят. Офигеть. Я хочу поиграть. Стартрек. Угу. Skyrim. Ну, Skyrim он давно уже. Типа все показывает, что у них за последнее время вышло на VR. Либо выйдет еще. Ну и выйдет тоже. Потому что просто Стартрек я не видел. Стартрек есть. Есть? Да. Он давно уже есть. Играть хочу. В него можно и так поиграть, можно в VR играть. И это тоже игра давно уже есть. Как-то там ход. Как что-то такое. Да, надо, короче, взять на прокат хотя бы. Не покупать, а взять на прокат. Ну, сейчас обновлю. Блин, у меня сейчас реклама, скорее всего, будет. А, нет? А, да. Иди нахер рекламу. Можно как-то ускорить там? Нет, видимо, нельзя. Какого хера, блин?
Макдональдс. Да быстрее, ну исчезай, сука. Ты такая, реклама задолбала меня уже. О, бесит. Так, что они тут строят? Типа как они готовились к E3? Скорее всего, да. О, прикольно. Ну это конец, судя по всему. Уже. Да, E3 готовят. Чисто парковку сняли и ее оборудовали. Нехило так оборудовали. Нормально, да. Just a really cool look. Ladies and gentlemen, welcome back to E3 on Twitch 2018. That was the Sony press conference, and just even a little bit more. We saw a few extra things there at the very end. Wow, I tweeted 90 minutes before the conference, you know, ladies and gentlemen, in 90 minutes the church is open. А вот эта девушка вторая, которая сидит, она не была в Death Stranding? Не знаю. Меня Ну, просто она похожа жестко. Like psychologist. What? The PS is pronounced like an S. Not like sologist, no. I thought it was sologist, yeah. No. And then they were in a church. Так, вы вот это вот долго вот этот базарить-то будете, нет? Не начало там покажут? What is Sony doing, right? We're all kind of like, this is not fantastic. Вот именно, что они там делали? Play. This is why, and then they go right into The Last of Us 2 and. Короче, я надеюсь, что они больше ничего не покажут. Сейчас чисто вот это вот все будет. Ну, если что, я смотрю. Так. Го, смотреть этот PC Gaming. Там час 48 идет. Пошли. Где? Так, PC Gaming. Шо? Подожди. Видеоматериалы. Шо? Написано PC Gaming Show. Там второй ряд, вот, по-моему. Все. Все, включу. Тоже что зависло у меня нахер все. Еще реклама должна. Пока что. У меня нет. Кстати, да. Точно. Почему у меня так виснет? Твич, бля. Ты что? Бесишь меня. Так, давай тогда вот это закроем. Ты на какой-то минуте уже? 45 секунд. Да почему оно виснет-то? В чем дело? Твич, не лагай, пожалуйста. Сучий ты потрох. Ну, вроде работает. Стой, меня жди. Ну, я вот жду. Поставил на паузу. Сколько у тебя? 53. Я тебе скажу, когда. Revel in them, unleash them. It says seriously, is every game battle royale? Что-то у меня подвисает. Or is it just me? From mountaintops to dungeons. У тебя на каком качестве стоит? 720-60. Поменьше поставь все. From solo quests
Потому что у меня виснет жестко. Че ты когда там? 57-58. Но у меня жестко виснет, Денис. Ну, у меня... У тебя этот ничего не Steam, ничего не качает? Нет, у меня Steam вообще выключен. Посмотрели, блядь. Что за херня? Twitch. Не лагай. Скотина ты такая. Давай 30 кадров поставим. Хрен с тобой. У меня минута 13. 14. У тебя сколько? Минута 30. Жди. Пришлось на 30 кадров. Так, 27, 28, 30, 35, 37. First, all of you came out to the Wiltern. Thanks for joining us. The Wiltern is just a beautiful venue here in Los Angeles. To all you online on Twitch, thanks for joining us. To those co-streaming partners, as well, I'm talking to you, Drop Frames. Great to have you. Знакомый рожа, кстати, в прошлом году он тоже презентацию вел. PC-гейминг. Come back again for the 4th straight year. Давай ты меньше будешь вот базарить. Вначале ты покажешь трейлеры, а потом пойдешь там уже за кулисами побазаришь. Ой, это улыбится. Давайте трейлеры. Кто ты такая вообще? Frankie Ward. Games we're going to be looking at across the next 90 minutes. So let's get it underway. Our very first title is from Coffee Stain Studios. Their game has absolutely massive construction as well as automation. Let's take a look. В прошлом году говорили, что типа, сейчас прям круто будет все вот это. Мир эксклюзива? Да ладно, ну-ка давай. А ну давай. Что это такое? Очередная песочница. На разных планетах. Сначала мне показалось, что это этот, который хотели добавить этот, как он, блин, называется-то? Мультиплеер. Который сначала не добавили. Это ты про какого? Самый? Нихера. Фига себе. А знаешь, что она мне напоминает? Была игра, кстати, какая-то. Фактория. Только Фактория, она 2D-шная, а тут прям 3D. Нет, мне еще 3D-шную напоминала. Артур не играл. И Тёма тоже играл. Я хочу в нее. Я прям... Прикольненько. Я обожаю подобные игры. Прям вот хочу. Ты представляешь, насколько она будет раком ставить компы? Типа она низких, очень низких там. Да, по-моему, даже на низких будет просто на коленях. Ты смотри, сколько там механизмов маленьких всяких разных будет. Выглядит интересно. Satisfactory. А ну давай следующую игру. Вот вообще молчи лучше и давай следующую игру. Че ты его так любишь? Спать хочу. Они тут балаболят.
So this factory is essentially about building these huge automated factories. So you play as an engineer that's been sent from Earth to this alien planet, and you're going to build this enormous machine. It was hinted at the end of the trailer there. And to build that, you need a whole ton of parts. Я понимаю все, что он говорит, но я не успеваю. Не буду успевать озвучивать. And then you'll just expand and expand and expand until you finally need to start cutting down trees and replace them with. Кстати, у тебя, по-моему, в Дискорде настройки слетели. Почему? Ну, я даже вот так вот говорю, я себя слышу. Ты орешь. Я сейчас спокойно говорю, я себя слышу. Сейчас зайду, проверю. Нет, у меня как стояли, так и стоят. Значит, побольше поставь. Build some oil pumps and oil refineries and set up a transport with self-driving vehicles between the outpost and your factory. А можно немного вперед? Можно тут... А, тут есть этот. Так, ну-ка. Так, этот базарит. World Exclusive. Так. Что это такое? Что это там показывает такое? О, ну давай, вот, что там? Давай, 9:13. Блядь, слетело. О, давай, 9:13 нажал? Ну, да. навел? Все, давай, нажимаем. 3, 4. Какого фига у меня перемоталось? Вообще в жопу куда-то. Что-то непонятное. Неокап. Что это такое? Неокап. Now our next game, believe it or not, is in the battle royale genre. Of course, it's E3 2018. What do you expect? We have several battle royale games we're going to be talking about today because the battle royale format is very simple and very flexible. Players play in an ever-shrinking space until there's one last stand. So developers have already been doing all kinds of different explorations of what this could possibly be. And our very first battle royale game that we'll be introducing today has Много слов. 1,000 concurrent players. It's from Automaton Games. Let's look at Maverick's Proving Grounds. Ну-ка, очередная игра или какое-нибудь дополнение, что-то такое там. А ну, давай. Новая, судя по всему, игра. А ну. Это не скам? Что знакомое? Ну, типа, похоже очень. В ухо просто. Угу. У тебя сколько сейчас времени? 11:50. Что-то... Куда он стреляет?
Как-то странно из ствола пули вылетают как-то в бок. Ну, это разброс, типа, все дела. Рикс. Что ты такое, да? И с чем тебя едят? Тринити, тебе жарко. На солнышке греется. Так, ясно. Давай дальше. Так, что мне не показывает? Так, Twitch, давай ты не будешь вот это вот опять делать. Слышишь, сука? Бесит. 15:51 прочекай. Там дальше есть трейлер какой-то. Мне не показывают картинку. А, во, все показывают. Сейчас, подожди. Ага, я вижу. Давай, 15:54. Угу. Нажимай кнопку. 3, 4. Да почему он мне... Что это? А ну-ка. Так. Угу. Может, хоррор какой-то, нет? Блин, качество, конечно, ужасно. Investigate. Talk to everyone. Help them out if it'll win their trust. Bend the rules as far as you can. Figure out who's responsible for this. And maybe you can do what I never could. Save these people. Save yourself. Блин, в каком-то я фильме видел, типа это город, подземный город и золотые люди. Забытый город. Coming up on the PC gaming show, what's next for Killing Floor 2? And an unannounced game from Tripwire Interactive. And now your host, Sean Plott. Our next game is a blast from the past. It's not a sequel or prequel or remake, but rather an entirely new game altogether. Let's take a look at Star Control. Тут прям час. Long ago, the singularity formed. Its creators uplifted into something beyond our understanding. Конечно. These beings, now known as the Lexites, left Earth, traveling to multiple planets in our solar system, before vanishing altogether. This is why we are here. Welcome to Star Control, a state-of-the-art international space agency, tasked with the exploration of our solar system and the defense of Earth. Here reside the world's brightest minds and greatest technology. Стратегия по-любому какая-то. Скорее всего, наподобие Space Engineers. Ой, бред сказал. Kerbal Space Program. Нет, скорее всего, нет. Star Control has accelerated the construction of our new modular deep solar system vessel specifically for this mission. It's the fastest, most expensive ship humanity has ever made, Captain. I am Chief Viscosity Officer. Это ракета в этом. Когда его торг раскрутил. Ну что-то херня какая-то, я думаю. Хотя вот это вот выглядит нормально. Вот по планете прикольно. Да. А то, что вот летали, вот эта вот херня. О, ничего себе, там какие-то твари. Большой паук с присоской. Чтобы есть такой присосал корабль. Еще знаешь, на что похоже сейчас было? На этот... На спор. Star Control Origins. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Так, сейчас базарить. 23:00. Там дальше есть. Угу, давай. Подожди. 3, 4.
Оба. Что-то сразу. Twitch бесит. А, это игра, в которую играли-то эти. Тёма. Но. Да-да-да. Какая она сочная днем. Ну да. Да, она и как бы и ночью тоже сочная. Она ж, по-моему, в раннем доступе была. Да. А может релиз будет? Скорее всего. Ну, а может дополнение какое-нибудь? Ух, твари какие. Да-да-да. Шоудаун. Бин. А, они, да, ну уже все релиз. Ну, она такая симпатичная, прикольненькая девочка. Так, что дальше там у нас? Там дальше чуть-чуть погодя будет еще. Там по ханту, по-моему. Ладно, подождем. Не по ханту. Другой что-то? Да. Какое у тебя время? Я не мотал. Не, ну какой? 24, 22. 3, 4, 5. And when is this coming out of early access? So you just said we can try it right now, but you've got the full version launching soon, right? Correct. Yeah, it's coming out in July 17th. But you can try it right now if you want in early access. Help us iron out the kinks and break some necks along the process. I am no good at ironing out kinks, as I think people at home can see, Guy. But as a heavy mech woman, I can't wait for you to be my light mech wingman in that 2v2 PvP. So let's take a closer look at Archangel Hellfire. Let's do it. And all things that you say. Ну, это напоминает ту игру, в которую ты играл. Битфорд. А, это в VR, слушай, походу. Либо нет. Не, скорее всего, это не VR. Our next title is one I've been looking forward to for quite some time. It's from the makers of Sherlock Holmes, and it's a delightful looking Lovecraftian mystery. It's called The Sinking City, and joining me to talk about it, community manager at Frogwares, Sergey Oganessian. Welcome, Sergey. Thanks for joining me today. Thank you. You've earned a handshake. Yeah, you nailed that pronunciation. Так, не, подожди, там какие-то кадры будут. I love that you lie to me so kindly. You know, I want to ask right away. Investigations are really at the core Да, of the смотри. Yeah, I mean, I know there's a lot of games in the open world Это по Шерлоку Холмсу игра. Investigation is at the core. What are investigation mechanics? What does it look like? So the first thing you should know right off the bat is that we are not going to offer any hand holding for the, but it will also help you. Или геймплей. А, нет, это геймплей показывает. You know, you mentioned the world itself, and I mean, the footage that I've seen through the years has just been absolutely beautiful. Talk to me about the world that we're in and what investigation is at the core. So the game takes place in the fictional city of Oakmont in the state of Massachusetts. You know, the city which is flooded. There is a terrible disaster going on which has claimed like thousands of lives. And also, like, it seems like it awakened frightening monsters which now roam the streets of Oakmont. You know, people that live in the city, they are very different, like different social classes. Gangs, cultists, poor people, rich people, but they are all united by they're all afraid, maybe except for cultists, of course. They're all afraid that, you know, for their lives, because of the flood, because of the monsters. You know, we actually want to understand what's going on. We want to understand what lies behind this ostensibly supernatural flood. And what's even funny is that while everybody is afraid, nobody wants to leave. But this Бабы рот зашит. Well, I mean, we've talked a little bit about the story world and how it's inspired by Lovecraft. Он с ней разговаривает. Жесткий тип. А у нее карточки видел, может это? Ответы? Ну, хер его знает. Либо он сильно отчаялся. Так, ну это понятно. Давай на 30. 3, 4. 33 может. 30 уже идет. 29, 53.
Warframe. Оба. Я что-то там до хера перемотал, видимо. О, девушки, 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 милые девушки. It continues a story that we started in the second dream, continued with the war within. 30-20 видосик начался. What do you think the mega reveal at 10 Live is going to be? Can you tell me anything about this Umbra thing that's maybe going on or whatever? Да, это про Warframe расскажу. Но она как бы уже вышла. Pretty amazing, like it's a whole new direction for Warframe and all this. You got all these other games coming out, but this one's free. When's 2018 happening? Get it started. Given that the community knows you as Auntie tissues, right? Bring tissues for yourself, for me, for everyone involved, because there will be some. О, что-то отсеги там. Давай 34-20. 21. So the same day, and Shenmue is going to be coming later this year. They have all sorts of games coming up. Let's take a look at what Sega's got in store. Так. Угу. Байонета. Ванкваш. Что там? Коммерсон. Шанму. Переиздание будет делать. Первая и вторая, да, переиздание, видимо, будет делать. Это Tales of серия, по-моему. По-моему. А, нет, это Shining Resonance. Это Shenmue 3, походу. А, нет, это Якудза. Тут, кстати, перемешано. Да, Якудза. Так, тут что у нас? Это что-то про войну, что-то про русских, там про японцев. Куча всего. Такая прикольненькая. Но я бы в нее не играл. Валькирия 4. Хроник. Ага. Что это такое? Я не знаю, но мне это жутковато как. Якудза Зера. О, ничего себе. Аж две этих будет. Часть. Ничего себе. Нихера себе. О, предзаказ можно оформить уже. Ничего себе. Ладно. Так, что там дальше? Так, давай 38-49. А подожди, тут сейчас еще же будет. Не-не-не. А, вон. Я сейчас пропустил. A new publisher reveals 3 new games and the first ever gameplay footage of Overkill's The Walking Dead. And now your host, Sean Platt. Что у вас вот что? And I'm back. Our next guest is a regular here at the PC. Да ты бесишь уже, слушай, чувак. Иди нахер отсюда. Вот лучше вот на девушку переключай, ее хоть приятно смотреть на нее. И какой-то упырь рядом с ней стоит. Бесит. А что у нее с рукавами? Killing Floor 2? Но как бы он уже вышел. Она уже есть. Так я знаю. Ну а что они добавлять хотят? Что-то дополнения какие-то или что? Джекпот, ты еще там живой, нет? Я что-то сижу уже, все, And it's coming tomorrow, Bill. What's involved? Yeah, so we're bringing the summer sideshow back, but this time we're mixing circus freaks
with steampunk in a really fun, exciting way. And we have a really cool new system that we're adding. It's called the weapon upgrade system. And with this, there's 73 different weapons that we have in our game, and each one you can upgrade it and make it viable for late play. So it really adds a lot of creativity to your loadout. So I'm really excited to get that in people's hands. So you can make your boy guns big. Yeah. Good. Well, thank you so much for joining us today, Bill. Let's take a look at the trailer for Treacherous Skies Summer Sideshow. World эксклюзив. Ничего, вообще ни разу ничего не видел эксклюзивного такого. Ну, давайте, покажите красоту. Ты чат видишь, нет? Нет. Музычка мне нравится. Steamland? What? Подожди-ка. Это не борда? Нет. Борда, она так же выглядит, как и... Не в борде таких придурков нет, ты чё? Ты ж видел персонажей из второй части? Ну, они похожи на первую часть. Третья часть тоже такая же будет. Ох, жуть какая. Мне все-таки кажется, что это борда. Бля, да ладно. Что они сделали с оформлением? Ну, вот представление, да, этих боссов. Ну, какая-то странная борода, слушай. Что за клоуны? Скорее всего, это... Нет, это Killing Floor. Что? А, это дополнение. Дополнение, да. Фу, блин. Вот это ты меня сейчас испугал, нахуй. Ну, типа, я сам напугался. Охереть, блин. Думал, во, срань. Мне бы такая борда не понравилась. The president of Tripwire himself, John Gibson, on stage. John, welcome back again. Thanks, Sean. Pleasure to be here. Now, I understand that Tripwire is stepping into also doing publishing. What does that entail? That's right. So, Sean, it's really hard to get noticed. And then you have the traditional publishing deals. So, we're giving fair deals. We're going to be helping them rise above that noise so they can get noticed. Прикольно, слушай. Она офигенная. Она, знаешь, первая... Скидыш с ноги такой. Да. Все это, знаешь, было еще на Сеге. Сега? Ага. Что это такое? Ладно, шучу. Rush is Epic Games today and tomorrow. Это... Ты знаешь, что она мне напоминает? Мини-машинки. Ну, да не. Именно тем, что можно каждого бить. Только в машинках там надо подбирать. Сама первая часть вышла еще на Сеге. Я в нее играл. Потом вышла вторая часть, третья, по-моему, часть на Соньке первой вышла. И потом что у них как-то... Tripwire. Название. Там, но это по сути раутраж. А ну-ка. Понятно. Я тут еще не только же стрим смотрю. Ну, то есть запись стрима. Я не смотрю, я майн доделываю. Посмотри. Да не сиганет он. Будет. Вот, печально. Кошки выживают с 9-го этажа сигают. Типа, она не дура вроде.
Не настолько. Очередной дип. Ну только тут смотри, какой он красочный. А, не только людей. Жрешь всех подряд. Взял такой, заглотил. Покушать. Перекусить человеченька. Можно так перевести. This is an open world action RPG where you play as a shark, or as we like to call it, a shark PG. Открытый, говорит, мир, ты играешь за акулу, у тебя, говорит, будет, как оно, это, по сути, говорит, будет РПГ, прокачка всякая будет. Что? Они бы еще добавили Battle Royale. Не, ну на самом деле прикольно, я поиграл. Now, where can people go to get more information about it? They can go to maneatergame.com. All right, I doubt anyone will forget that here. That's maneatergame.com. Слушай, Sean, прикольно. thanks so much for joining me on stage. And once again, all the content that Tripwire showcased earlier about Killing Floor 2 and Road Redemption will be playable here at E3. Definitely be sure to check it out. Coming up next, Frankie has a whole slew of unannounced games. Frankie. Cheers, Sean. Man-eater looking tasty there. And I can't believe they named a game after my favorite weekend activity. Indies are at the heart of PC gaming, and next up is a brand new publisher revealing 3 games for the very first time, releasing one Много слов, много букв, которые вы говорите. Давайте вот тут показывайте. Untitled. Untitled, наверное. Ну вот. Я починил. Теперь бота не работает. Я разобрался, в чем было. Что это такое? Bravery Network онлайн. Ни хера не понятно. Мне такое оформление нравится игры. Минимализм. Как опять ферма. Да? Да. Сейчас что-то все на ферме. Что это такое? Morningstar. TheGame.com. Ну, интересно. Сначала такой, очередная вот песочница. Типа это уже другая игра? Да, это другая уже игра. Ну там просто вот когда он переключился, к компьютеру подошел. Фига музончик. Да. Пикселявые игры на самом деле сейчас набирают довольно-таки хороший оборот. Не знаю, я в такой не стал играть. Хотя поугарать вот на один стрим, побомбить.
У меня глаза горят. От этого красного. Сейчас можно уже поиграть в нее. Сейчас? And if you're at E3 this week, head over to the PC Gamer corner of the Facebook booth inside the South Hall to give Overwhelmed a try. Right, next up, it's time for us all to take a holiday, and where better than a virtual resort with some truly spectacular wildlife. Back again this year, our friends of the show, Frontier Developments, with a unique take on the park management genre. I am, of course, talking about Jurassic World Evolution. The long-awaited game is out tomorrow. Бля, я залипаю уже. Долго базарят. Заколебали. О, что это? Jurassic Park. Jurassic World. Well, the ones before you did too. Because they believed that they were in control. And control... Well, here's the thing. Игра по фильму. Походу, это по второй. Очередное дерьмище, походу. Это по второй. Да, я понял. Ну, скорее всего, это тоже очередное дерьмище. Потому что по фильму ни хера не получается у них. А фильм по игре это уже... А, нет. Что? Стратежка. По восстановлению парка. Хлобысь такую голову откусил. Салама. Evolution. Да, скорее всего, стратегия. Ну, типа там строительство. So excited for that game. Our next title is from Insomniac, who've been making amazing games for years, and they're going to try to take their expertise and answer. Let's. Собака, плюнь. Stormland. Do you remember? Ты помнишь? Вот. Что типа летал и жил новой жизнью. Бля, не успел. Что там было написано? Insomnia Games. Ну-ка. Робот. Скорее всего, типа аватара. Выключили нахер. Походу навсегда. Да нет, скорее всего нет. А я, кстати, походу что-то видел такое. Помнишь тоже, типа робот очнулся, а мир уже это в жопе. Это похоже на... Хера, он починился. Ага. Руки на магните. А еще это мне мультик напоминает 9. Еще знаешь, что напоминает? Этот... как его, блин? Бастиона. А, да. Тоже. Только у него птички нет. Я, по-моему, тизер видел. Опять руку просто. Это для VR. Прикинь, такой играешь, хлобысь, рука отвалилась где-то в метрах 100-200. Потом идешь. У тебя тоже пиксели какие-то? Да. Все. Я бы поиграл. Ну, знаешь, я поиграл, если бы игра была какая-нибудь такая добрая, но тут начинаешь убивать.
Ну как бы ты добрый. За кооператив. Ясно, блядь. Кооператив. Угу. Закоопился с кем-то. Ни хера себе. Офигеть. Вот это дельфинчик. VR. Вау. Oculus Rift. Ясно. Stormland. Joining me to talk about Stormland. Start your friends. Having the ability. Нахрен дальше. The cloud surf. Like literally launching your Как же долго это все делается? And then like push off and glide back down using your hands to control your descent. It's massive freedom of movement, yeah. That's it. It's this set of mechanics. Где-то здесь, наверное. To a world of crime. Давай 57:08. 10. Yes, I speak French. I can't wait for this Что-то one. будет впереди. Let's take a ride. Блин, я так и не покушал. Как ты тебе мешать? Ну блин, чавкать на стрим. Ну, звук отключи, как я. Ну так я хочу тут разговаривать. О, что-то я вообще спать хочу. Готов? Слушай, прикольно нарисован. Типа таксист. Оформлено очень даже неплохо. Даже интересно, я бы сказал. Ночной звонок. Ладно, удачи, мне надо идти. Давай, пока-пока. Я думаю, сегодня днем мы еще будем стримить чисто трейлеры. Я найду все поголовно и постримим. И потом в игру какую-нибудь пойдем. Вот, а сейчас досмотрим это все дело. И тоже закругляться будем. Потому что я что-то уже все. Шпатоньки охота. Правда? Я тоже, наверное, спать лягу. Слушай, прикольно выглядит. Угу. Минимализм такой. Star Wars. Не, прикольно выглядит. Угу. Прям вообще топ. Своеобразно так. Во-первых, надо узнать, где почку продать. Во-вторых, нужно будет времени очень много убить на то, чтобы пройти все игры. Тебе продажи одной почки не хватит. Не, а я буду экономить. Сколько стоит почка одна? Да вот кто-то хрен знает. Сколько они тут стоят? Блин, даже интересно стало. Sable. Так. Трейлер прикольный, мне понравился. Давай дальше. А почему он не показывает? Эй. Sable is an open-world desert exploration game. It's not a game about. And yeah, so we put a lot of time. О, геймплей уже показывает. Ничего себе, прикольно. О.
час 2:40. Слушай. От 1,5 до 15 миллионов, если бы это было законно. Нормально. Я говорю, час 2:55 уже. Что-то топовое прям. Прям топовое. Слушай, выглядит шикарно. Прям космос, прям вообще красота. Отстань. Прям нихера себе. О. Я что и говорю. Не знаю, что это, но я хочу. Блин, я хочу какую-нибудь мультиплеерную игру в космосе, когда ты прокачиваешь свой корабль. Ну, уже есть, но они дорогие, пипец. Именно ты выходишь из кабины корабля там. Да-да-да, есть такие. Не находил. Артур играл в две такие. Star Citizen, вот она одна. И еще одна. Альфа. Да, на раннем доступе. И они пипец какие дорогие. Что первая игра, что вторая. О, Walking Dead. Ну, про нее я знаю, что финальный сезон. Ёб твою мать, ты задрал уже. Уберите его со сцены. Слушай, он что-то там сейчас базарить будет. Показывают еще. Now, I just want to straight up ask, what are some of the big trends that consumers can be expecting right now? Well, right now we're developing some new products, particularly in the display space. We want to take the experience to the next level in display. For instance, it's 4K and 120 hertz refresh. 0.835 to 144. But what really takes it over to the next level is the inclusion of G-Sync HDR. Yeah, now I hear a lot about HDR. Can you explain a little more in detail what that is and what that means? Well, there's a lot that goes into it, but for the purpose of this conversation, the fact that there are 384 individual backlit zones, so the backlighting can be individually controlled. Really bright, very dark. It makes a better contrast on screen. Each of them are individually controlled. The brightness of the screen is far above a typical display. Typical, you're looking at 300 to 400 nits. We're looking at 600 with the Predator X27 with a max of 1,000 nits. 0.837. That were showcased just now. There's a wide variety of some. Перебор. Да, бля. Twitch. Я на 0.807. The mission is to find a new home for the crew on board of this ship. Expand your ship and explore the galaxy for resources. Но опять же от первого лица есть. Вот. Есть стратегия. Симулятор космический. Нихера себе там. Типа ты когда высаживаешься, они еще и на твой корабль залезли. Шикарно. Смотри, что завалится там. Ага. Когда? Охренеть. Это в сентябре, 4 сентября, либо она уже вышла. Скорее всего, в сентябре. Потому что я бы о ней знал. Ну и будет в стиме. Now, if you didn't catch the pre-show quiz, you might be wondering who my buddy is. О, это что за утина?
Дракис какой-то. Тут скоро будет еще. О, Don't Starve. Новая. Типа джунгли. Нифига себе, тут всего добавили сколько. Город свиней. И все хотят тебя убить. Фига там лягуха. Don't Starve, Гамлет. Блин, прикольно. Слушай, охереть, вот PC Gaming шоу тоже меня радует. Вроде бы не такие крутые проекты, но, ну, я имею в виду, что нет крутых компаний. А все равно, на самом деле, игры прикольные. Так, это что у нас? Apex. Just Cause 4. Охереть. Да, это Just Cause 4. Офигеть. Хера там смерч. Клево. Взял, проглотил самолет. Davidson, gentlemen, welcome. Talk to me about the tornado. It's fantastic, isn't it? So it's Говорит, расскажите мне про торнадо. It's not just beautiful, but thanks to Apex, it's also a bad boy that actually works. It's fully physicalized. This means that it's roaming the world. На 16:05 есть еще. This is just cause, man. You go there, you play with it. Yeah. Выглядит шикарно, на самом деле. You know, throughout the trailers that I've seen, it seems to be a lot of different environments. In a familiar but new apocalyptic Washington DC. Here's the first gameplay footage for Overkill's The Walking Dead, and keep your eyes peeled for the release date at the end. Ходячие мертвецы. Да и поломать, кто-нибудь вспоминает-то нахер. Все, кому не лень. Нихера себе такую компанию сколько. Wow. Husbands and wives, doctors and teachers, writers and architects. 8X на арбалет, пак новая. Every day we fight for more than survival. We fight to build a new life. А это не этот, как она, блин, игра-то новая. Она обычно должна была на PS4. Alone, we're weak. But together, we might stand a chance. А это... Нет. Ну, блин, я думал сначала Left 4 Dead 3, может быть.
Ну, я нет, тоже. это Overcooked Walking Dead. Ну, блин. Июнь 12 уже можно может предзаказ сделать. Ну, то есть сегодня. For The Walking Dead, of course, coming soon, but we have a second, completely different Walking Dead game that we're getting a chance to talk about right now. This is Telltale's The Walking Dead: The Final Season. Joining me on stage to talk about it is the lead writer James Windler and the voice of Clementine herself, Melissa Hutchison. Thanks for joining me on the stage. Our pleasure. Thank you. Now, I want to ask right away for, people who've played through the first 3 seasons of The Walking Dead, in terms of the gameplay, what's some of the familiar and what's some of the new? Okay, so for people who don't know Telltale, we are a story-based company. We focus on narrative. We've had our roots in Так, combat. тут мотаем. Walking Dead я еще хочу посмотреть. Ой, ну поиграть самому. Нахер. Да нахер, ну. Перемотай на час 23. Да как? Her journey, but I'm really looking forward, obviously. Опять пикселяненькая какая-то игра. Ого. Ты что творишь, блядь? Ого, жесть какая. Ого. И себя недолго взорвать. Ну и да. Музыка такая спокойная, ну блин. Что происходит там вообще, жесть? Ага. Joining me to talk about it are the... No, just look straight at the ground. There's a lot of customization. Раньше игра такая была на Соньке первой. 20. Yeah, a lot of customization, a lot of interesting characters in our world, which with all these different characters, we actually have some really interesting illnesses. Построю свою поликлинику, типа. You have fun in Two Point County exploring different regions and curing people with different ailments. And as you can see on the screen, 29-20. А, это... Как он, блин? Ой, ну да, Fortnite. Способности какие-то? Чё? Скорее всего, добавить. Realm Royale. Блять, какая-то еще одна. Как они задолбали-то нахера? Жесть. А кстати, в Fortnite постоянно что-нибудь новое добавляют. Вот недавно новую. Ну ты смотри, копия Fortnite. Смотри. And you Что mentioned это this a little такое? bit. I've seen it on stream. Talk to me about crafting in the game. I mean, how does crafting work in a game where there's a constantly shrinking play circle? We're really excited about this. So strewn across the map, there are places called forges. And so once you go to the forge, you'll collect shards from disenchanting loot you find as you're going about. Ну, может быть, это и будет интересно, но очередная копия. Бесит уже. Let's take a gander. Ой, я перемотал на 32. Тоже херня какая-то непонятная. Что это такое? Что за... Бля, что происходит, а?
Японский городовой, что? Жесть. Мясорубку видел, да? Чтоб вот этих вот запиливать. Детская игра. Now, it wouldn't be a PC gaming show without a dash of strategy, which is why I'm delighted that we get the chance to share with you the next in the Anno games. Let's take a look at Anno 1880. О, вот эта стратегия шикарная. Я хоть не играл, но я много не слышал. И она прям топовая. Что-то первый раз вижу. Анно. Обсерватория заставлена гребаными домами. Я просто офигею. 1800. Ой, я про нее слышу. Так. О, ну-ка, что там? Pre-alpha revealed the game. А, We это её и invited the показывают. community to basically become a part, member of our development team. So we launched our Anno Union platform, where we give constant weekly updates on the current development and invite players to give feedback and basically help us developing the game. Can you give me like an example of exactly how some choices have been steered by the community? So there's a lot of different stuff we did. So like from the feedback we got on our blogs and focus playtests where invited players, we got so much great feedback, which had to completely rebalance the mid and late game of the game. Also, we heavily expanded on core features. To be closer to your light. Много. До Twitch опять. That most holiest of days comes upon us. When you bring all the good people to heaven, that I may live in eternal glory by your side. Amen. Thanks, brah. Пустился во все тяжкие. А, такая прикольненькая. О, помнишь это? Армагеддон по-голливудски. Да-да-да. Пошла нахер. И геймплей показывают. I can't believe we got to show that trailer. That's so great. Our final stealth trailer. Что это? О, Хитман. А, кстати, да, я же слышал, что будет продолжение. A day of high-octane thrills
and to very public targets. Олимпийские игры, все дела. Рыбой нахер. Сковородочкой. Тынь. Хорошо. Гри. Вау. Красочно. На всех, короче, платформах. Joining me to talk about Hitman 2 is game director from IO Interactive, Jacob Nicholson. Join me up here, Jacob. But what are some of the brand new mechanics that are in Hitman? Yeah, some of the new stuff is, for instance, the crowds we saw here in Miami. First of all, there's more than ever. Yeah, we're close to 2,000 people now in the scenes. On top of that, we also introduced a new crowd mechanic where you can dip into the crowd if you get in trouble. So as long as they are not fleeing or running away, then they're there for you. So in case you get chased by guards. Another new thing is the picture-in-picture. Где, сука, борда? Где борда? Я сидел, ждал борду. Ой, все, короче, нахер пошли. Alt F4 удалить из списка. Удалить Twitch, нахер. Так, ну ладненько. Всем пока на стриме, Ваня. Да. Спасибо, что сидели с нами на стриме. Спасибо, что смотрели запись. Кто смотрел запись, с вами были Ангел Рок и Гуру Ванти. Всем удачи, всем пока-пока. Сейчас музычку я вам включу еще. Угу. Все, всем спасибо, всем пока-пока. Сегодня мы еще вернемся. Я трейлеры подготовлю, список прям готовый, чтобы прям сидеть и смотреть их. Все, что было анонсировано. Вот. И поиграем в что-нибудь еще. Ну, не просто будем сидеть, в что-нибудь поиграем. Может, рафт закончим, кстати говоря. Да. Вот. Ну все. Всем удачи, всем пока-пока. Forever.